Всем привет! Сегодня буду с вами вязать я матрешку. Матрешку назовем ее матрешку-помощницу для хранения своих рукодельных вещей. Вот. э, Использовать буду баночку для этого. И схему буду по ходу вязания этого мастер-класса буду делать схему сразу, потому что я ее не подготовила. Ну, буду по ходу вязания эту схему себе писать. Вот, что получаться будет. Надеюсь, что она у меня получится, эта матрешка. Ну, идею я увидела в интернете. Идею в плане того, чтобы использовать такие баночки, вот, чтобы связать там игрушки и зверюшек. Потом мы в следующем мастер-классе с вами свяжем зверюшку вот, с помощью этой баночки. А сегодня я хочу связать матрешку, которую буду делать как бы по ходу вязания, придумывать идею, как ее сделать. Потому что я пока не знаю, как ее сделать, но хочу попробовать вместе с вами. Итак, конечно, у меня есть уже баночка, которая нужна будет для нее. Размер этой баночки, я вам скажу, прям до крышки 14,5. Вот, а по ширине 8,5. Пластмассовая баночка. Удобная в плане того, что крышка откручивается. В общем, удобно. Вот эта баночка нужна будет. Нужна будет пряжа. Будем придумывать платье, какой рисунок для платья матрешки сделать. Поэтому я возьму два цвета для платья. Опять же, вот те же ниточки, которыми я пользуюсь. Ярнард Шиц. 50 грамм, 160 метров. В общем, буду использовать эти два цвета. И из этой же серии платок свяжем синий. Для лица возьму такой вот бежевый, светлый бежевый оттенок. Это будет для лица. Также немного белой пряжи нужно будет, тоже чуть-чуть тоненькой. Вот, глазки. Глазки будут клеевые, на клеевой основе. Размер глазок у меня, сейчас скажу, 13 миллиметров. Это большие глазки, но меньше, к сожалению, нету на клеевой основе. В дальнейшем я обязательно сделаю видео, как можно вышить глазки, если нужно вышивать, если вдруг нету глазок, а надо связать игрушку, куколку, например, и вышивать глазки надо будет. Обязательно сделаю видео. Вот, а пока будем использовать глазки на клеевой основе. Ну, естественно, нужно будет немножечко черной пряжи для ресниц. Там волосы. Тоже использую такой вот цвет. Он, правда, тоненький, но ничего, я его в два этих сложения буду использовать. Ну и синтепон, соответственно. И еще нужно будет либо картон толстый, либо толстый пластик. К примеру, например, можно использовать крышки. Там, если покупаете, к примеру, там сметану в ведрах, да, ведра вот такие пластиковые есть. У них жесткий пластик. Можно вырезать из него. Нам нужно будет вырезать круг. Поэтому либо картонка, либо жесткий пластик, либо толстый картон. Либо его сложить, склеить. Два куска картона вместе, чтобы он был более плотным. Ну, соответственно, клеевой пистолет горячим клеем, потому что будем склеивать детали некоторые. Вот. Ну и синтепон, да, я уже, наверное, сказала. В принципе, и все, что нужно будет нам для матрешки. Итак, будем с вами начинать вязать и по ходу составлять схему. Я буду, конечно, для себя. Приятного вязания. Надеюсь, что эта схема будет такая интересная, хотя бы немножко. Мне самой интересно, что получится. Итак, начинаем. Итак, мы будем начинать вязать снизу, со дна. Будем провязывать сейчас дно. Делаем обычный круг по диаметру выбранной вами баночки. Вяжем обычный круг с прибавками. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида.
стягиваем колечко и дальше вяжем 6 прибавок подряд, второй ряд. Вот, провязали второй ряд, 6 прибавок подряд, и дальше вяжем по принципу круга, обычного простого, да, столбик и прибавка, потом 2 столбика и прибавка. И так вы вяжете диаметр такого круга, какая у вас баночка, какое дно у баночки. Вот, но сделайте так, чтобы на один ряд было чуть больше, чем сам диаметр банки вашей, да, дна. На ряд больше провязывайте. Итак, провязала я круг. Диаметр моего круга 9,5. Вот, а диаметр у баночки у моей 8,5. И я, прибавив один ряд, получила вот на сантиметр больше, так как один ряд там где-то примерно полсантиметра с одной, полсантиметра с другой, как бы по диаметру у меня получился сантиметр. В общем, на ряд чуть больше, чтобы немножко выступала как бы за баночку вашего дна. Так, теперь мы сразу сделаем этим цветом окантовочку, чтобы ее уже эту ниточку отрезать, чтобы она нам не мешала. Значит, разворачиваем вязание. Нам нужно будет лицевая сторона, чтобы у оборочки была лицевая сторона, а не изнаночная. Поэтому мы разворачиваем вязание, сделав при этом воздушную петлю. И получается, развернув его полотно, мы будем вязать за задние стеночки петли. Вот. Если так смотреть, то это будет передние, а развернув это за задние стеночки петли, мы провяжем прибавки. Провяжем прибавки, значит, в каком ряду вы остановились с прибавками, да? Сейчас провяжете еще один ряд, следующий. Уже за заднюю стеночку петли столбиком без накида сделаем еще одну прибавку. Итак, провязали до конца. Делаем соединительный столбик с воздушной петлей. С первым столбиком, вернее. Делаем соединительный столбик. Вот, теперь провяжем, делаем воздушную петлю подъема и в обратном направлении будем вязать рачьим шагом. Вот, вяжем так же, как и вперед, только в обратном направлении. Рабочую петлю захватили, два столбика провязали, вернее 2 петли на крючке. Я думаю, вы знаете, да, как вязать рачий шаг. Так вот, рачьим шагом мы провяжем до конца. Вот. И с лицевой стороны это у нас будет уже изнаночная, потому что она будет у нас под низом. Вот с лицевой стороны будет вот такой вот аккуратненький вид края. Все провязали, ниточки спрятали, соединили. Прячем ниточки, чтобы они у нас не торчали здесь, так как баночка прозрачная, чтобы изнутри не было видно их. Теперь присоединяем цвет, который будем вязать платье. Выбираете себе там 2 цвета, да? И с какого-нибудь из выбранного цвета начинаем вязать. Присоединяемся с первого ряда. Вот у нас есть здесь маркер, который оставляем. Вот, и присоединяем, значит, за заднюю стеночку петли, то есть берем к себе вниз вот этой частью лицевой, да, вот круг изнаночный наш вот будет смотреть наверх, и присоединяемся. Я узелки делать не буду, я сразу так присоединю и сделаю вот так вот одну петлю. Вот, и буду прятать по ходу вязания хвостик. Провяжем так этим цветом. Одним цветом провяжем 2 ряда без изменений за задние стеночки петли. Итак, провязали 2 ряда. Теперь мне надо вводить другой цвет. Не довязываю я последний ряд. Буду его заканчивать другим цветом. Так, оставляю 2 петли на крючке. И заканчиваю новым цветом. Последний столбик в ряду. Естественно, этот цвет мы не отрезаем, предыдущий. Теперь будем вязать рисунок. Он у нас будет простой. Параллельно будем прятать ниточку. Вот.
Значит, первый столбик мы провяжем как обычно. Провязали. Ниточку немножко натянем. Следующий столбик тоже будет он у нас столбиком без накида, но мы будем его вязать не за верхушку петли. Так, как бы вам показать. Вот не за верхушку петли, да, а под низ. Вот она, наш столбик, да. Под этот столбик вводим крючок, захватываем рабочую нить и вот так вот свободненько провязываем. Следующий столбик обычно за верхушку хватаемся и провязываем. Следующий столбик опять же, только не перепутайте, смотрите внимательно, какой столбик вы будете провязывать под низом, чтобы его второй раз не провязать за верхушку. Значит, следующий столбик мы беремся опять, вот наша галочка, наш столбик, да, под столбик, и вытягивая нить, свободненько провязываем. Получается такая большая галочка. Следующий столбик обычный за верхушку. Следующий столбик. Получается, за предыдущий ряд мы провязываем, за столбик беремся, да, как бы вот. Вот она наша галочка. Мы под нее беремся, под этот столбик. Рабочую нить вытаскиваем свободненько так. И провязываем. И так мы чередуем обычные столбики с удлиненными столбиками. Вяжем так до конца. Вяжем мы по спирали. Здесь у нас нет никаких воздушных петель. Вот первые два ряда мы провязали. Все по спирали. Вот. И дальше продолжаем вязать по спирали. Провязали ряд. Теперь следующий ряд провяжем столбики без накида. Просто за каждые столбики, за верхушки петелек наших. Провяжем ряд этим же цветом. Столбики без накида. Ну вот, и чтобы подключить другой цвет, я заканчиваю последний столбик тем цветом, который буду дальше вязать. Вот, и дальше вяжем опять так же, но только теперь мы будем там, где у нас были обычные столбики, мы будем удлиненные вязать, а над удлиненными будем провязывать обычный столбик. Значит, у нас получится так. Здесь у меня будет удлиненный столбик. Вот под галочку, под первую я провязываю удлиненный. Следующий у меня будет обычный над галочкой. Над большой галочкой у меня провязывается обычный. Дальше опять. И обычный. Так вяжем до конца ряда. Вот примерно вот такой рисунок с вами сегодня мы сделаем для платья. Вот нашей матрешки. Вяжите в высоту, чередуя два цвета. Хотите 3 цвета используйте, вы уже смотрите. Можете даже одним цветом провязать. Не знаю, рисунок может не так сильно будет этот заметен, будет, но не очень. Вот, если одним цветом. А так, когда несколько цветов, он хорошо виден. Вот, и будем вязать высоту. Вот, до того места, где у нас начинается как бы часть крышки. Вот до этой высоты свои баночки вы вяжете этим рисунком. Итак, вот какой рисунок получается. Напоминаю еще раз, как мы его вязали. Значит, ряд у нас вяжется сначала обычный столбик, затем следом у нас идет удлиненный столбик. Это будет один ряд. Второй ряд мы провязываем этим же цветом обычные столбики без накида за верхние петельки. Вот, меняем цвет и опять следующим цветом вяжем, значит, удлиненный столбик и обычный столбик. Второй ряд просто столбик. То есть у нас получается каждого цвета по 2 ряда. Один ряд с рисунком, другой обычный ряд столбиками без накида. Вот, провязали мы, значит, высоту, которая нам надо, и оставим, конечно, не прям до конца провязываем высоту баночки. Остается у меня как раз 2 ряда
недовязанных. Вот, провязала я ряд с рисунком и оставила следующий ряд для того, чтобы этим рядом делать убавки. Потому что, как видите, немножечко здесь получается большеватое. Вот, вверх. И, соответственно, мне надо здесь немножечко его убавить. И делаю я убавки как? У меня последняя прибавка в кругу на дне было, значит, 11 столбиков и прибавка. Вот. Я не считаю те прибавки, которые делала за задние стеночки петли. Один ряд мы делали с прибавками. Если помните, эти прибавки я не беру в счет. То есть прибавка там, где мы закончили круг. Вот. Здесь, значит, у меня было 11 столбиков и прибавка. И, соответственно, я делаю 11 столбиков и убавка. Вот. 11 столбиков и убавка я провяжу один ряд до конца. И следующий ряд я провяжу 10 столбиков и убавки. И вот эти два ряда с убавками, за счет этих убавок я немножечко сужу вверх. Вот, я провязала два ряда убавок. И просто немножечко, чтобы сгладить вверх, сделаю 2 соединительных столбика. Все, ниточку отрезаем и прячем ее так, чтобы не было видно. Не просто там хвостик оставляем, а прячем вязание. Вот, что мы будем делать дальше? Мы будем брать горячий пистолет, горячий этот клей. И будем приклеивать сначала дно. Когда приклеим дно, вот тут вот ровненько, да, расположим, дно приклеим. Тогда будем аккуратненько сюда вкладывать синтепон, чтобы придать немножечко такую более округлую форму. Если у вас баночка круглая и не требует как бы синтепона, да, оно как бы прилегло хорошо, то и не нужно этого делать. Но так как у меня оно разошлось здесь немножечко, такой рисунок, да, получился, что сам рисунок по себе именно дает такую форму, поэтому мне придется сюда добавлять синтепон, чтобы более это все скруглить. Ну и баночка у меня, соответственно, не круглая. Вот. Сейчас мы это все проделаем. Когда добавим синтепон, кому не надо, не добавляйте. Приклеили дно и приклеим вот здесь вверх. Здесь склеим, чтобы держался под самое горлышко. Ну, до того момента, где у нас начинается резьба. То есть, чтобы резьбу не тронуть. Ну, тут у меня юбочка, я вот по ней, до нее буду доклеивать. В общем, вот так вот приклею. Это у нас как бы первый этап. Дальше будем вязать голову, которую приклеим на крышку. Давайте закончим с вот этим вот и будем вязать голову. Итак, вот такая вот баночка. Нижняя часть у нас получается. Немножечко такая кругленькая. Все, это мы пока откладываем в сторону, отставляем. Будем вязать голову. Начинать будем вязать с лица. Естественно, лицо мы берем посветлее цвет. И также набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Я уже связала. Это просто обычный круг. Вяжем 9 рядов. Сейчас еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ряд, 7 столбиков и прибавка. Вяжете круг с прибавками. Доходите до 9 ряда, где 7 столбиков и прибавка. И присоединяем другой цвет. Цвет платка. Я заканчиваю последний столбик, ввязывая новый цвет. Цвет платка. Вот. И дальше делаем прибавки уже этим цветом. Следующий ряд у меня будет 8 столбиков и прибавка. Одиннадцатый ряд, 9 столбиков и прибавка, вяжем за задние стеночки петли.
9 столбиков и прибавка. Вяжем так до конца ряда, повторяем 6 раз. 12 ряд, 10 столбиков и прибавка. Повторяем по кругу 6 раз. 13 ряд, 11 столбиков и прибавка. Ну и последний ряд с прибавкой, это будет 14, 12 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. Итак, провязали. Дальше подготавливаем из картонки, либо из толстого пластика, там крышечки из-под сметаны, например, да, круг диаметром, чтобы он подходил под наше лицо. Для того, чтобы нам его потом сюда приклеить. И когда мы будем формировать голову, чтобы вот эта часть у нас осталась плоской, так как у нас здесь будут глазки. Вот. Поэтому подготавливаем круг и вяжем дальше. Дальше у нас нам надо будет провязать 14 рядов без изменений. Значит, у нас в 14 ряду 84 столбика. Провязываем 14 рядов без изменений, 84 столбика. Итак, сначала мы приклеим глазки. С другой стороны, с внутренней стороны приклеим нашу картонку. И потом будем дальше вязать. Значит, вышиваем реснички. Ну, как я вышила? Я приложила глазки. Вот. И наметила, где у меня будут реснички. Глазки убрала, реснички вышила, чтобы вот это вот было у меня за глазками. Потому что неудобно потом будет их вышивать. Вот. Сейчас я приклею глазки. Приклею картонку с внутренней стороны. Вот здесь. И будем дальше вязать. Будем делать убавки. И параллельно наполнять голову. Так, значит, вышиваем носик. Ну, примерно где-то 2 столбика. Просто делаем 4-5 стяжек. Вот. Почему мы это желательно делать, конечно, после того, как все приклеим, потому что как бы видно, как все будет располагаться. Будет, конечно, немного неудобно протыкать, что у вас там будет плотное место, да? Но придется постараться, потому что так более понятнее. Далее вышиваем ротик. Я уже сразу вышила с белой ниточкой. У меня расположение вот на расстоянии носа. Под носом 1, 2, ну 2,5, 3 ряда. Просто тут немножечко зацепила. В общем, 1, 2, 3 ряда. И я прошила тоже несколько раз белой ниточкой. Это будет имитация зубов. Далее берем ниточку цвет губ, делаем губы. Как мы это делаем? Значит, пропускаем ниточку, вот где у нас зубы были, края. Вот. Здесь немножко оставлю хвостик. И вводим сюда. Вот. Сильно не стягиваем, так, чтобы они вот так вот у нас ложились. Теперь вывожу обратно сюда же, как в начале выводила. И начинаю как бы обматывать эту ниточку. Вот так вот. Двигаю вот так вот хорошо до конца. Таким вот образом плотненько делаем обмоточку.
Теперь нам надо вышить верхнюю губу. Значит, на ряд выше, вот у нас зубы были на этом ряду, и на ряд выше, то есть под носиком 2 ряда остается. Берем серединку и вкалываем. Вот, сильно не натягивайте, оставляйте так посвободнее, потому что будем также делать обмоточку. Выводим иголочку сюда в угол, вот сюда. И начинаем делать обмоточку. Делаем плотненько, чтобы такой валик получился. Рядышком, чтобы ложилась ниточка не друг на дружку, а рядышком. И плотно друг к дружке. Так, сделаем одну половиночку верхней губы. Затем сделаем вторую. Вот. Далее вкалываем нашу иголочку сюда. Нижний угол. Также не натягиваем. Выводим вверх. Из-за того, что у нас картонка, у нас немножко манипуляции получаются лишние. Но по-другому, к сожалению, пока никак. Именно в этом лице, в этой игрушке. И делаем обмоточку. Делаем так обмоточку второй половинки. Закончили. Теперь эту ниточку мы в уголочек выводим назад. Тем самым как бы закрепляем. Так вот. И немножечко сделаем уголочки. То есть выводим немножечко в сторону. Я продырявила, что неудобно сразу втыкать. Вот. Чуть-чуть, буквально где-то миллиметр. С другой стороны тоже. Ну, вот такой вот ротик у нас получается. Дальше можно румянами здесь сделать щечки. И продолжим вязать, заканчивать голову. Нам еще надо будет здесь сделать окантовочку. Сначала закончим, а потом, наверное, сделаем окантовку. Начинаем делать убавки. Значит, вяжем 12 столбиков и убавка. Итак, значит, делайте убавки параллельно, наполняйте уже синтепоном. Делайте убавки до конца, пока не останется 6 столбиков, которые потом в конце мы стягиваем. Вот, заполнили голову по ходу вязания. Осталось 6 столбиков у нас, которые мы, как обычно, заканчиваем иголочкой. За передние полупетельки 6 столбиков.
стягиваем и закрываем. Теперь за вот эти вот передние полупетельки, которые у нас остались, будем вязать, так, знаете, чтобы понятнее было, что это платок. Мы немножечко вывяжем, может быть, 2, а то и 3 ряда, посмотрим, столбиками без накида. У нас как раз этот ряд с прибавками. Здесь мы провязывали 8 столбиков и прибавка. Теперь будем делать 8 столбиков и убавка. Вкалываем, ну, берем вот так вот к себе лицом. И лицевая часть, чтобы ложилась сюда на лицо, будем вязать именно так, лицевой частью вывязывать. Присоединились. Делаем сюда же еще один столбик. Это у нас будет первый. Так вяжем 8 столбиков и убавка. Продолжаем дальше. Второй ряд. Здесь мы не делаем никаких воздушных петель, сразу по кругу вяжем. Сделали вот последнюю убавку, дальше следующий ряд 7 столбиков и убавка. Вяжем так до конца ряда. Ну, думаю, 2 ряда будет достаточно. Отрезаем ниточку побольше. Мы этой ниточкой потом утянем край. Здесь, в общем, мы берем за следующий столбик, делаем соединительный. Вот так вот. И вытягиваем ниточку. Потом мы край стянем, чтобы вот так вот прилегло немножко. Сейчас нам надо будет сделать волосики. Ну, как бы они тоже нужны, я думаю. Вы хотите делайте, можете и не делать, но я сделаю волосы. Так, беру ниточку и вот так вот наматывая на палец, можно на 3 пальца, наматываем столько, сколько нужно, отрезаем и разрезаем ниточки. Вот я их разрезала, у меня вот такие получились полосочки. Так как у меня эта ниточка тонкая, мне цвет понравился, я решила из них сделать волосы из этих ниточек, но тоненькие они. Поэтому я буду брать в 2, может быть, в 3 сложения. Это у меня будет 1 прядь. В 3, наверное, сложения. Значит, как мы будем делать волосы? Выбираем место, находим, вернее, место посерединочке. У нас будут в разные стороны вот так вот волосы ложиться. Ой, какой ветер сильный. Открыла окно. Значит, находим нашу серединочку. И вот отсюда самый первый столбик под вот этой вот провязанной нашей. Наверное, будем брать за... Вот где у нас граница с синим и
цветом тела, наверное, вот здесь будем брать за ножки. Вот так вот беремся за ножки. Так. Как раз там вы смотрите, где у вас заканчивается картонка, вот там и берите. У меня картонка заканчивается здесь, поэтому я возьму здесь. Вот если вдруг вы картонку приклеили и где-то у вас там дальше придется взяться, то беритесь чуть дальше. Вот так вот берем. Пропускаем. И делаем петелечку. В петелечку вот так вот стягиваем. Вот у нас одна прядь есть. И так мы будем делать пряди. Ну, можно где-то вот до сюда. Вот так вот. По краям, вот так вот по краю пройдемся с одной и с другой стороны. В каждую ножку столбика будем делать прядь. Немножко неудобно из-за картонки, но наши узелочки спрячутся вот так вот, а волосики будут видны немного. Проделываем так волосики. Вот, значит, что у меня получается. Я решила не посерединке, а немножко сбоку сделать пробор. Вот так вот, укладывая волосики, я отрезаю лишнее. После того, как уложила вот так вот, вот на таком вот где-то до низа глаза будет у меня расстояние, ну, ориентир. И отрезаю лишнее. С одной и с другой стороны. Дальше. Что мне придется сделать, это чтобы они лежали так вот, обработать их прозрачным клеем для ткани. Я их немножечко промажу клеем, прижму, чтобы они держали форму. И уже потом будем делать утяжку платка. Вот так вот я их уложила в волосы. Теперь берем иголочку и за передние полупетельки вот так вот иголочку пропустим через все столбики за передние полупетли. А потом стянем. Да, немного пропустите, а потом стяните. Не сразу как бы все, потому что будет неудобно. Надо, чтобы стянулось аккуратненько, равномерно. Поэтому где-то 7-8 петелек пропустили ниточку, потом стянули. И так дальше. Стягиваем аккуратненько и укладываем. Вот так. Итак, ну вот что-то наподобие у нас должно получиться. Пока откладываем в сторону, берем крышку. Сейчас будем вывязывать сначала круг по крышке, по размеру крышки вывяжем круг. Вывязывать круг будем цветом также тем же, потому что это как бы будет продолжение у нас головы, шеи, поэтому нужен именно этот цвет. Вот. Вяжем круг по размеру крышки. Я провязала круг, у меня получилось 10 рядов, в последнем ряду 8 столбиков и прибавка. Ну а там вы смотрите, все зависит от вашей крышки.
Вот, что нам дальше сделать? Нам надо будет теперь без изменений провязать столько рядов, чтобы закрыть эту часть. Вот, а потом приклеить горячим пистолетом, горячим клеем, вернее, крышки, вот эту часть. Так вот мы обклеили нашу крышечку. Теперь приклеим горячим клеем голову к этой крышке. Приклеим так, чтобы она вот прямо вот так вот присела. Вот. Итак, закручиваем крышечку. И уже исходя от того, как закрутили, будем делать, пришивать карманы, которые свяжем. Я уже один пришила. Сейчас покажу. Простенько, просто полотно вяжем и все. Набираем 21 воздушную петлю. Вот, и будем вязать поворотными рядами. Начиная со второй петли от крючка, вяжем столбики без накида до конца цепочки. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем полотно и вяжем в обратном направлении. И так будем вязать 16 рядов туда и обратно. Провязали 16 рядов. Теперь делаем обвязку. Обвязку делаем за каждый ряд, просто столбиками без накида. Вот у нас каждый вот этот вот ряд делаем обвязочку. Дошли до низа, где у нас были воздушные петли, и в первую петелечку провяжем 2 столбика. И дальше вяжем столбики без накида в каждую воздушную петлю, которая у нас внизу. Также доходим до уголочка и в последнюю воздушную петлю 2 столбика провязываем, поворачиваемся и вяжем до сюда. Довязав до верху, то есть мы обвязали бок, низ и другой бок. И здесь в первый столбик просто делаем соединительный. И отрезаем столько, чтобы нам хватило пришить. Втягиваем. Вот так. Вот такой вот карманчик у нас получается. Обычное полотно простое. И так же, как и этот, прикладываем сбоку и пришиваем. Еще можно добавить, как бы продлить, это как бы имитация платка, да? Вот платок наш, его можно, чтобы он как бы на плечах лежал, да, и сымитировать. То есть связать прямоугольник, просто прямоугольник, и сделать оборочки. Ну, по возможности сымитировать, так как это у нас просто коробочка, да, ну пусть хотя бы немножечко будет более аккуратнее, если хотите. Если не хотите, можете оставить так, как есть. Но я сейчас свяжу и посмотрю, что получится. Вот провязала я вот такую полосочку, сейчас сделаю оборку. Полоска у меня состоит из 6 рядов. 6 рядов в обратном направлении вязала. Вот набрала я 81 воздушную петлю, и у меня получится немножко внахлёст. Вот, и оборочка состоит, выглядит, в общем, она так. В начале, вот как вы провяжете, да, вот начнете, вот закончили последний ряд, 6-й, делаете накид, пропускаете 2 петли и в третью, 2 столбика, вернее, в третий столбик, здесь я сделаю столбик без накида, соединю. Вот, считайте, что вот мы закончили ряд и начинаем, значит, ряд оборочки. Пропускаем, делая накид, пропускаем 1, 2 и в третий столбик провязываем 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Пропускаем 2 воздушные петли и в третью делаем столбик без накида. И опять вот. Сделали столбик без накида, в третью делаем накид, пропускаем 2 петли, 2 столбика и в третий столбик провязываем 5 столбиков с накидом. Опять пропускаем 2 столбика, в третью столбик без накида.
пропустили 2 столбика, в третью сделали 5 столбиков с накидом. И так вот такая вот у нас получится оборочка, узор. Вот, теперь, чтобы края у меня были аккуратные, мне надо будет сделать, провязать по краям столбики без накида. Я вот так вот пройдусь сбоку, ввязывая в каждый ряд, провязывая столбик. В первую воздушную петлю я провяжу 2 столбика для того, чтобы развернуться, и пройдусь по воздушным петлям столбиками без накида. Дойду опять до сюда, в последнюю воздушную петлю 2 столбика, здесь провяжу и соединю здесь соединительным столбиком, и все. Ну вот, в принципе, и все. Такой вот получился у меня воротничок, можно сказать. Но мы его используем как продолжение платка. Вот так вот приклеим. Здесь, если внахлёст получится, то не очень хорошо, но постараемся, чтобы не внахлёст. У меня внахлёст получался, но немножечко, как бы, наверное, внахлёст чуть-чуть, вот тут вот уголочек, чтобы спрятать розовую часть. Вот. Приклею я, чтобы не пришивать. Вот, если у вас есть клей для ткани, то можете клей для ткани использовать. Нет, можно использовать клей момент, можно использовать горячий клей. Я приклею на горячий клей, так как у меня клей для ткани закончился. Ну вот и все. Украсила декоративными пуговичками. Вот моя матрешка-помощница готова. Все, что нужно рядышком под рукой, будет в ней. В баночку внутрь можно положить. Там в данный момент, например, то, что вы собираетесь вязать, все подготовили, сложили в эту матрешку, и она с вами путешествует. Там на диване вы можете сидеть вязать. И все у вас будет под рукой, и не будет как бы везде разбросано. Все будет аккуратненько рядом с вами в этой матрешке. Надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс, и вам она пригодится, эта матрешка. Вот, ну и все. Спасибо за просмотр. Вяжите с удовольствием.